Приветствую вас в моем новом видео из серии уроков и видеопрезентаций, посвященных различным направлениям компьютерной графики и тематике применения Blender и его функционалу для работы современного CG-художника и специалиста по визуализации и различным направлениям визуализации, в частности, архитектурной и инженерной визуализации, когда мы работаем с различными данными из SAPR и пытаемся их обрабатывать и визуально подавать на достаточно хорошем художественном уровне. В основе лежит, конечно же, очень много технических вопросов, которые, оказывается, не всегда доступны ответы, и которым нам приходится сталкиваться в процессе работы и их решать. В частности, я поделюсь некоторым опытом применения различных технологий и форматов данных для того, чтобы передавать данные из SAPR в DC-приложения и впоследствии процессами их обработки, что лежит в основу, скорее всего, отдельного курса, который мы разместим на портале Высоцкий консалтинг, и он будет доступен бесплатно совершенно всем желающим, просто на платформе Высоцкий консалтинг. Также будет сделан небольшой видеосериал, где я рассказывать буду о создании творческой работы, даже двух, которым я давно уже занимаюсь, и наконец-таки созрел план, как их реализовывать, и подавать в виде презентаций и скринкастов на своем YouTube-канале. Итак, сегодня у нас первая тема – это передача данных между CAD и DCC-приложениями. DC-приложения у нас это 3ds Max, Maya, Blender, Cinema 4D, Houdini и так далее. А CAD это у нас такие как AutoCAD, Revit, NanoCAD, Renga и другие SAPR, которые используются для решения инженерных задач. В частности, мы затронем именно вопрос передачи данных между CAD и DCC, потому что сколько лет мы работаем с этой темой, мы все равно сталкиваемся с тем, что данные, получаемые из CAD-приложения, они не пригодны для работы с DCC-приложением. Ну, так получилось, да, то есть просто математика заставляет сталкиваться с определенными моментами и сложностями, но принципиально это не такая большая сложная задача. Тут главное внимание к деталям, и в сегодняшнем видео я об этом поговорю с вами. Основная тема сегодняшнего урока. Она заключается в первую очередь в том, что мы используем различные процессы при инженерной проектировании. Да? То есть мы работаем, когда с тем же Revit или Inventor или Fusion 360 и другими SAPR мы работаем как с двумерными чертежами, и в частности в AutoCAD, да, хороший пример. И также мы работаем с трехмерными параметрическими моделями, которые обладают взаимосвязанными между собой элементами. При этом эти модели трехмерные параметрические могут быть также основаны и на двухмерных чертежах, которыми мы работаем в процессе создания контента, с которыми мы работаем как основой, как эскизы. И мы можем создать, допустим, двухмерный чертеж спокойно в том же AutoCAD Mechanical, и дальше его загрузив в тот же Inventor, на его основе уже создать трехмерную параметрическую модель, которую мы можем использовать для работы над уже комплексной моделью. И это очень важно, потому что мы можем так взаимосвязывать между собой разные элементы и получать единую комплексную модель со всеми необходимыми информацией и атрибутами, которым посредством мы можем отправить либо в виде документации чертежей, либо в виде программы для станка с ЧПУ. В то же время используем и такие классические принципы построения моделей, как NURBS поверхности и Безье кривые. И также Безье поверхности с параметрическими связями. Они требуют достаточно высокой точности, потому что это особенности проектирования, особенно, допустим, в автомобильной промышленности или в какой-нибудь аэрокосмической промышленности. Там требуется достаточно высокая точность вычислений. И мы стараемся это учитывать и всегда работать с достаточно высокой точностью, в принципе, в проектировании. Но
в DCC у нас поступает именно модель достаточно упрощенная, которая упрощается, в принципе, при трансляции данных. И мы можем сохранить те же NARPS кривые, и в то же время мы уже в DCC будем получать какие-то особенности. Также все части и содержат определенные атрибуты, все элементы, которые в модели присутствуют. Атрибуты из одной модели могут быть связаны с атрибутами другой модели. И при этом даже одна модель может содержать несколько частей, которые между собой взаимосвязаны. То есть мы меняем что-то одно, и меняется вся модель. Это современная парадигма, которой мы работаем уже на протяжении многих лет, и она хорошо себя зарекомендовала. Ключевая же проблема передачи данных между приложениями и вообще, в принципе, форматами данных, да, преобразования. У нас есть модель в том же Inventor или в T-Flex, и нам ее необходимо правильно передать на визуализацию, допустим, в 3ds Max, Maya или в Blender. И эта проблема заключается в том, что мы можем получить не очень корректную трехмерную геометрию. Вообще, зачастую именно вопрос к геометрии, не к сопровождающим даже данным. Потому что зачастую материалы легче передаются, чем именно сама модель геометрическая. И это очень важно учитывать. Также мы можем утратить какие-то данные, которые были важны, в принципе, при моделировании трехмерной геометрии в SAPR, но они некорректно передаются в DC-приложение, что также очень накладывает определенные аспекты на работу и требует внимания к этим моментам. Об этом мы поговорим далее в данной презентации и посмотрим на реальном примере модели, которую мы экспортировали из Rengo и из T-Flex CAD уже непосредственно в сам Blender. Поговорим в первую очередь о современных CAD-приложениях. Вообще, современные CAD-приложения — это устоявшаяся концепция, функционал, который нам помогает создавать трехмерные модели на основе как двухмерных эскизов, так и просто в трехмерном объеме. Вообще, совсем классический парадигма SAPR, особенно для машиностроения, например, здесь T-Flex CAD нам помогает создавать модель именно на основе двухмерного эскиза, и затем мы создаем трехмерную модель за счет экструда, фаски и всего тому подобного. Еще один пример, уже который позволяет как раз создавать достаточно сложные, мощные сборки, такие как модель трактора или целого тепловоза или электровоза, это уже Siemens NX. Здесь уже, конечно же, без таких мощных возможностей графического и математического и геометрического ядра не обойтись, в принципе. Потому что, во-первых, каждый элемент — это отдельная часть, которая создана отдельно и содержит огромное количество различных параметров и свойств, и их необходимо учитывать. В сути, современная SAPR, она так и работает, что у нас есть не только хорошая, красивая моделька, но и огромное количество свойств. Плюс необходимо с ними взаимодействовать уже в сборке. Большое количество элементов, которые мы еще можем отдельно отсечь, сделать плоскость сечения, на основе которой мы уже можем вытащить чертежи и в то же время получить какие-то данные. Следующий пример — это, конечно же, CATIA от Dassault. Здесь у нас все то же самое. Есть структура построения в виде иерархии операций, есть определенные элементы, с которыми мы можем работать в плане вычислений, каких-то трансформаций, манипуляций и всего подобного. Как раз CATIA тоже прекрасный пример того, как это работает. Ну, это все в рамках именно CAD, которые машиностроительные. Что же говорить о архитектурных CAD? Тут совершенно уже так же все устоялось. В России это, конечно же, Rengo и все, что вокруг нее. А классические SAPR для ASE это у нас Autodesk Revit, просто без вопросов. Плюс его интеграция с различными другими SAPR, как здесь показано с Rhino. Следующим идет ArchiCAD. ArchiCAD также является классическим SAPR, который используется для разработки архитектурных
моделей, плюс еще и для создания различной инфраструктуры и всех элементов инженерных, такие как вентиляция, водопроводы, различные конструктивные элементы, такие как различная арматура и различные металлоконструкции. Все это также возможно в моделировании непосредственно уже внутри архикада. Здесь, конечно, приведен пример старенького архикада, доступного в Википедии, но принципиально они не сильно отличаются. Помимо классических процессов моделирования, когда мы сначала эскизируем, потом уже трехмерим, и плюс еще до кучи оперируем различными свойствами уже непосредственно уже внутри модели, здесь же мы получаем сейчас функционал на основе параметрического моделирования, когда в нашем случае есть несколько узлов между собой связанных, и благодаря которым мы получаем результат. Здесь же стоит понимать, что каждый узел, в котором мы работаем, это определенная микропрограмма, которая оперирует какими-то математическими свойствами, да, уравнениями. Может также, конечно, быть эти свойства прямо написаны внутри этой ноды. Ну, для пользователей CG, например, это пакетов, это хорошо понимают те, кто работает с Maya или Houdini. Вот, особенно даже с Houdini, потому что в Houdini мы там прям можем переписать всю ноду и внутри нее запаковать программу, которая будет выполнять то, что нам хочется. Здесь же в SAP немного проще в какой-то мере, но в то же время мы можем также оперировать определенными свойствами, которые влияют на какие-то характеристики. И здесь как раз вы видите два примера. Это эскалатор и в то же время вот такая архитектурная форма, которая определенной плавностью обладает и взаимосвязями. Как раз именно процедурное моделирование позволяет создавать за счет визуального графа. Это очень удобно, особенно когда мы работаем с какими-то необычными формами, например, в каком-нибудь естественном архитектурном дизайне или каких-то естественных формах для аэрокосмической формы индустрии, то, что требует высокой точности расчетов и в то же время требует определенной фантазии. Вот. И как раз мы это и используем. Ну и плюс еще функциональность, конечно, например, моделировать каждую ступеньку в эскалаторе совершенно не нужно, мы можем по определенным правилам указать их и сделать, что и позволяет как раз делать современный инструмент для визуального программирования и моделирования. Еще один пример замечательный — это Autodesk Dynamo. Здесь как раз приведен пример создания модели кролика, граф его моделирования, и в то же время есть пример того, как это в действии. То есть мы определенные свойства контролируем с помощью определенных узлов, в которых мы можем изменять эти свойства, и в то же время мы моделируем уже непосредственно геометрию. И потом уже из этой геометрии мы как раз получаем чертежи или просто передаем дальше по пайплайну, либо в другой SAP в виде какого-то кэша, либо передаем уже непосредственно в документацию или в систему управления и передачи данных внутри проекта. Это уже как раз pipeline development идет. Ключевые проблемы в передаче данных. Здесь вообще это, наверное, самая больная тема для всех участников, кто работает с трехмерной графикой, вот, потому что, ну, например, в DCC у нас проще стало сейчас работать, потому что у нас есть четко выверенные форматы, их функции, и нам проще, в принципе, работать именно с геометрией, чем при работе, например, при передаче данных из одного SAP в другой. Если работаем мы с одним или двумя приложениями, то у нас проблем передачи данных нет. Да? То есть мы можем ограничиться какими-то определенными стандартными форматами. Например, в Revit у нас есть как Revit Architecture, так и Revit Map и Revit Construction. Соответственно, каждый из элементов мы можем передавать в едином формате данных в виде RVT файла и линковать между собой их. Это все в едином рабочем пространстве именно Revit.
Это удобно и достаточно функционально с точки зрения, что мы делаем все внутри единой платформы. Но если же мы говорим о каких-то других приложениях, то мы можем столкнуться с тем, что у нас будет проблема именно как передать-то ее. Вот. Ну, соответственно, этот момент мы и пытаемся решить. Важно понимать, что нам необходимо готовить данные перед передачей между приложениями. Даже внутри SAPR мы можем столкнуться с тем, что, например, передать данные из той же системы Revit, системы, которая использует, например, Bentley MicroStation, то мы можем столкнуться с тем, что мы столкнемся именно с некорректной передачей данных, тех, которые нам необходимы. Нам необходимо их готовить. То есть мы можем передать данные в том формате, который нам необходим. Например, из Revit спокойно можно передать данные в AutoCAD в формате DWG или в Bentley MicroStation в формате DGN. С этим проблем нет. Но непосредственно то, что нам необходимо передать, мы должны понимать, что мы передаем в них. Модель может быть передана как цельно, со всеми прям потрохами, так и поэлементно. При этом, если мы ее всю целиком передаем, мы как раз и можем получить те самые проблемы, с которыми мы сталкиваемся при передаче данных. Это касается, на самом деле, любого SAPR. Просто за пример взят здесь Revit, но это касается и Rengi, и Inventor, и T-Flex, и NanoCAD, и всех других. То есть то, что мы готовим в одном SAPR, при передаче в другой SAPR мы должны понимать, что мы передаем. Ну, как раз BIM-менеджеры и CAD-менеджеры, они как раз этим занимаются, что очень хорошо наглядно показывают, потому что я очень часто сталкивался с проблемами, когда все пихают, просто все пихают в модель, особенно в какой-нибудь там InfraWorks отовсюду, и из-за этого InfraWorks на самом деле начинает, мягко говоря, крашиться. Причем реально крашится. И это было и как 8 лет, когда я с ним в свое время мне довелось поработать, так и, наверное, и сейчас. Ну, я просто в кулуарах это слышу постоянно, когда общаемся с коллегами. Ну, соответственно, конечно, приходится искать какие-то технические решения, идти на какие-то ограничения или какие-то хитрые трюки использовать, чтобы все необходимые нам данные мы могли передать. Следует также, конечно же, работать с тем, что мы должны создавать какие-то определенные уровни детализации в модели. Зачастую нам, например, в последующем передаче арматуры, например, нам нет необходимости армирование все передавать в виде трехмерных детализированных моделей. Никакой компьютер не выдержит такую нагрузку в импорта, экспорта и так далее. Поэтому арматуру лучше выдавать в виде какого-нибудь DWG файла, ну, трехмерного, да, или DXF, когда мы можем спокойно этот вектор импортировать, это будут простые линии, а дальше уже с ним работать и запаковать в эти линии свойства. Это гораздо проще и гораздо функциональнее, нежели чем мы будем полностью трехмерную полигональную или solid поверхности передавать. Это очень больно. Поэтому для корректного экспорта и передачи данных я всегда рекомендую подготавливать модель. При этом вообще лучше, когда проект начинается, его, соответственно, прописывать в технических заданиях и регламентах. Крупные компании, конечно же, этим занимаются, и это очень хорошо, что люди думают о том, что они будут передавать, в каком формате, как готовить данные между этим. Но при этом, когда мы говорим то же самое о подготовке данных для визуализации, также нужно готовить ее. Это облегчает работу и 3D-художникам, и специалистам, кто будет потом впоследствии работать и с анимацией, и другими эффектами, и многими вещами, потому что мы исключаем сразу очень много проблем, которые мы можем наблюдать при некорректном экспорте геометрии. Я в будущем покажу примеров несколько, почему нельзя делать слепое, прямое копирование данных из одного пакета в другой. Сейчас мы рассмотрим пример передачи данных между 3D-приложениями, в частности, между CAD to CAD и CAD to DC. Начнем мы с CAD to CAD. Здесь приведен пример простой модели
интерьера, небольшой комнатки, точнее, части жилого комплекса, да, созданы в пакете Rengo. Rengo на самом деле позволяет очень легко и просто моделировать достаточно разнообразные формы и поддерживает для передачи данных практически все основные форматы. Здесь у нас есть Solid Surface, такие как формат SAT, STP, IFC, STL, ну и, конечно же, Parasolid GT. Помимо этого, Rengo позволяет экспортировать сопровождающие материалы, такие как материалы, текстуры, эскизы, чертежи, свойства параметризации, которые есть, если есть, и историю построения. Причем как раз мы можем эти данные импортировать смело непосредственно, допустим, в TFlexCAD. В TFlex у нас как раз есть вариант импорта модели. С помощью одного из этих форматов была передана модель из Rengo в TFlexCAD, и, соответственно, мы получили практически те же самые данные. Здесь вы видите как раз пример, что размерные линии, которые мы отмерили, мы ее получили в тех же самых размерах и свойствах и непосредственно в TFlex. Между Sapr в этом плане он как раз нам помогает хорошо передавать эти данные между приложениями, и мы получаем те самые результаты, которые нам необходимы. То есть, что мы получили в одном Sapr, мы получили в другом. Здесь как раз вы видите модель, которая была создана в Rengo в режиме затенения с текстурами, и модель, полученная уже непосредственно в TFlex. При этом мы можем эти модели использовать как основу, допустим, в TFlex мы создаем какой-то механизм, его мы можем поместить в помещение, но в то же самое время мы можем импортировать в одном из этих форматов, также обратно в Rengo и поместить в нашем помещении уже. Со всеми также обмерами, свойствами и так далее. И визуально мы можем оценить, как это будет выглядеть. Это очень удобно. Как раз если говорить, допустим, о, например, системах вентиляции, я работал над моделью системы вентиляции, и там как раз хорошо было использовать именно как система вентиляции у нас это в машиностроительном Sapr, соответственно, там все вентиляторы, все трубы, каналы, электрическая часть, все это создано уже непосредственно в каком-нибудь инвентаре, или даже, может, в SolidWorks, а модель уже импортирована уже в Revit. А здесь мы то же самое получаем на примере Rengo и TFlex. Рекомендации. Вообще, в ходе работы над различными проектами я уже выработал много хороших рекомендаций, которые я перед тем, как мне коллеги отправляют по работе для визуализации, я обычно требую, чтобы они следовали каким-то определенным правилам. Например, для передачи данных и геометрии между CAD-системами используйте форматы, поддерживающие Solid геометрию. Это могут быть STEP, STL. STL, кстати, это полигональный формат, чисто именно mesh геометрия, которая триангулируется при импорте. ACES, SAT. ACES это тот формат, который нативный для решения Autodesk. IGES, Parasolid и Industry Foundation Classes, это AFC формат. Также проверяйте всегда модель на дубликаты. Бывает так, что модель в процессе моделирования, она обладает, создается несколько копий, например, одного объекта, одной там стены или там целой группы стены, и это потом отправляют на визуализацию. И когда мы работаем с анимацией, мы получаем фликеринг, когда у нас перекрывающиеся грани. Это даже современные рендеры, которые умеют вроде решать эту проблему, но они иногда сталкиваются с этим и не могут решить. Поэтому появляются вот эти вот треугольники черные, там, или светлые треугольники, непонятные блики и так далее. Это все решается именно за счет очистки модели изначально от дубликатов. То есть проверяйте всегда в Sapr модель именно на дубликаты. Если есть двойная стенка, уберите одну из стенок. То есть оставить ту стенку, которая вам нужна. Вот, соответственно, все остальное просто скрываете или убираете. И, соответственно, если она вам дальше нужна, конечно, там потом продолжите. Это очень важно, чтобы избежать как раз этих проблем с наложением полигонов друг на друга и кривой геометрии. Также создавайте модели с уровнем детализации. В Revit это хорошая концепция лотов. Там есть лот 100, 200, 300, 400, 500. То есть чем выше детализация, тем больше на выходе мы и на входе получим полигонов.
это не есть хорошо всегда. То есть, да, мы можем получить красивую модель, все тому подобное, но на практике мы получим очень много триангулированных полигонов, которые нам предстоит потом впоследствии вычищать или даже переделывать полностью. Лучше взять, сделать модель отдельно заново и ее потом впоследствии на основе high-poly лодов. И затем ее уже просто импортировать или использовать в модели для визуализации. Это касается всякой мебели, различных каких-то инженерных систем и все тому подобное. То есть там вот очень хорошо использовать лоды. Старайтесь скрывать или исключать геометрию с высокой плотностью элементов. Особенно различная арматура многострадальная, она как раз требует того, чтобы ее скрыли. Потому что если мы ее передаем, то все, там пиши прощай. Вот как раз когда я работал с арматурой, у меня была проблема. То, что ребята из Revit отправляли модель арматуры, она у них самих там по полчаса экспортировалась в FBX формат. А потом мне это еще минут 15-20 приходилось импортировать эту арматуру непосредственно в 3ds Max. Не самая, на самом деле, хорошая задача, вот, которую не очень хочется решать, поэтому я попросил их в свое время вытащить ее именно в DVG и именно в виде простых линий, там, с очень, то есть две вершины, потому что, арматура, она прямая, да, она может там где-то закручена быть, но это минимальное требование. И эти линии потом просто оснастили свойствами рендеринга и в то же время которые позволяют в V-Ray, например, есть такая функция, что рендерить V-Ray Curves, которая просто берем кривые, даем ему, назначаем это свойство всем кривым и там указываем ширину, там, сколько, миллиметров 5, да, 10. Все зависит от арматуры и ее свойств. И просто уже накладываем текстуры все необходимые и визуализируем. Это очень упростило работу, и в то же время получилось очень легкие модели, и достаточно все экономно рендерилось, в принципе. Вопросов в этом плане никогда не было. В плане экспорта материалов. Материалы, которые описывают свойства поверхности, к которым мы привыкли, конечно, работать, например, пластик, стекло, металл, бетон и так далее, они могут быть как экспортированы отдельно в виде какого-нибудь, допустим, формата файлов, как при экспорте формата OBJ, мы получаем еще формат MTL. В MTL есть представление свойств материалов базовых. Если же у нас есть возможность экспортировать модель в тот же FBX, то в FBX мы получим модель полностью со всеми описаниями материалов. Соответственно, в характеристиках FBX. Очень удобно работать именно с продуктами Autodesk, потому что там разработчики именно сделали поддержку большого спектра параметров материалов, и мы можем спокойно получить одинаковые результаты, что в Revit, допустим, при визуализации, что в 3ds Max. Вот дальше просто в 3ds Max улучшать и дорабатывать, соответственно, художественно данную модель. Это очень спасает. Поэтому, если есть возможность экспорта материалов, используйте ее. Но я стараюсь, конечно, избегать этого момента, потому что очень много создается лишней информации, хранится, и в то же время она зачастую просто не нужна. Все равно все материалы, они декларируются, соответственно, в описании, в документации к проекту, и, соответственно, мы можем с ними работать уже в библиотеках, которые наши. Например, материалы экспортированы из Revit и импортированы в 3ds Max, мы не можем напрямую сразу с легкостью отрендерить тем же V-Ray или Corona. Нам их все равно придется править. Там будут другие свойства, другие характеристики, другие параметры. И возможно, что мы получим не то, что тот результат, который мы получим при Арнольде, допустим, рендеринге с помощью Арнольда, а именно получим не один в один результат. Поэтому здесь стоит продумать этот момент уже непосредственно, как мы работаем. Я же обычно материалы использую из своих библиотек. Либо они могут быть под V-Ray, либо у меня сейчас под Blender Cycle создается библиотека и многие другие. Также используйте системы коллаборации. Есть система управления глобальными проектами, которые используются для проектирования, конечно же. Но в них также можно передать данные, которые мы можем использовать дополнительно. Это очень хорошо, например, в области архитектуры или машиностроения, когда мы все эти модели можем просто сохранить, информацию о них дополнительно сохранить, какие-то свойства, параметры и так далее. И все эти вещи, они хранятся в единой базе данных,
который можно не только подключиться с другого Sapper, но также можно и подключиться, допустим, из DC-приложения. У Blender с этим пока не очень хорошая интеграция есть, а вот у 3ds Max даже есть интеграция с Autodesk Vault, что очень, на самом деле, очень хорошо. Он позволяет работать с данной функцией и брать модели и данные непосредственно из Autodesk Vault. Также, конечно, перед передачей вашей модели в другую CAD-систему согласуйте ее с тем, как она будет передана в том формате, который вы выбрали. Необходимо ее подготовить правильно, чтобы формат, например, если не поддерживает NURBS кривые или NURBS поверхности, то, соответственно, он может их либо эту геометрию и поверхности преобразовать в полигональную геометрию, либо же это будет уже просто пустой объект и никак не передастся. Поэтому необходимо готовить модель в том формате, вы четко знаете его функции и его возможности. Например, если мы говорим о том же Step формате, когда вот я передавал модель из Renga в T-Flex, то она была в Step передана, и, соответственно, данная модель передана была корректно со всей структурой построения и без каких-либо серьезных искажений. А теперь рассмотрим пример передачи данных между CAD и DC приложениями. Возьмем ту же самую комнату из Renga и передадим ее с помощью одного из доступных форматов, которые доступны при экспорте геометрии из Renga в Blender. То есть мы можем для визуализации использовать следующий формат. Это DIA, OBJ, IFC, STL и Step. Также мы можем передавать данные в виде описания материалов, текстур, источников света в виде AES-профилей, связей между объектами, если необходимо, чертежей в виде EXF файла и параметризации. При импорте модели в, допустим, формате IFC мы сохраним всю ту же самую структуру и информацию, которая нам была доступна в Renga. Мы сохраним ту же самую информацию, доступную нам в Renga. Здесь вы видите как раз пример того, как экспортирована модель была. Соответственно, через формат IFC и использован был аддон Blender BIM. О Blender BIM мы отдельно поговорим, потому что это очень хороший аддон для Blender, который позволяет работать с IFC данными. И это очень упрощает, на самом деле, в принципе, подготовку модели для последующей визуализации. Об этом я покажу непосредственно в одной из практических частей нашего видеосериала. Здесь еще один пример приведен того, как передаются данные в разные 3D-приложения. Здесь стоит отметить один важный момент. Например, при экспорте в формате DIA это тот же самый FBX, только FBX использует его как основу и своими расширениями. Поэтому из Renga была модель экспортирована в формат Collada DIA, и, соответственно, была еще модель экспортирована в формата Step. В Step мы получаем классические простые солиды, причем это полигональные солиды, которые без каких-либо трансформаций, и просто есть вершины, есть грани и ребра. Грань это полигон, ребро это edge, который. И он, соответственно, достаточно аккуратно их передает. Как основа вполне себе хорошо подходит. Стоит нам преобразовать потом в геометрию в формате A-Table поля, мы ее уже получим такой же, как в DIA формате. DIA это именно классический полигональный формат, который у нас сохраняет информацию в виде треугольников. Просто так работает алгоритм экспорта у Sapper, такого как Renga, потому что он именно умеет работать только с треугольниками. Ему дается solid поверхность из NURBS кривых и сюрфейсов, и мы в то же время этот solid должны преобразовать в полигональную геометрию, которую нам необходимо как-то представить на уровне ядра параметрического и графического другого приложения. Вот, соответственно, отсюда и появляются эти треугольники. Не самое лучшее решение, приходится потом чистить геометрию, но если необходимо как только базу использовать, мы можем спокойно использовать tab-формат и дальше с ним работать уже аккуратненько чистой геометрией. Помимо того, что было разработано и выбрано несколько определенных форматов, и я, в принципе, использовать стал их в своей работе, мы подготовили несколько моментов, которые я отдельно задокументировал в плане именно подготовки данных для передач. Здесь есть несколько рекомендаций, которые я привожу своим коллегам, когда они работают именно с моделями данными. Во-первых, у нас есть
два типа основных информации. Во-первых, это трехмерная модель и двухмерный чертеж. Соответственно, мы их можем передать с помощью трехмерных форматов, так и двухмерных форматов. Ну, условно двухмерный 2,5D или 3D, да, то есть все зависит от того, какие галочки и функции нам нужны. Но зачастую именно есть понятие прям разделенное: трехмерный формат и геометрии, и двухмерный. То есть трехмерным относится у нас STL, Step SATA, IGES, IFC для IC дата, DAE, FBX полигональная геометрия, OPS полигональная также. И двухмерные чертежи, это DVG и DXF, то есть все наши чертежи, которые мы получаем, допустим, в Rengo или в Revit, они будут просто в DVG или DXF представлены в виде кривых и сплайнов. Все, больше ничего другого нет при импорте. Также мы можем передать определенные сопровождающие материалы, такие как текстуры, изображения, источники света с профилями, материалы, ну и определение материалов. В более сложных комплексных системах, как у Autodesk, допустим, мы, конечно же, можем данные передать корректно. То есть и достаточно с минимальными активными свойствами, минимально их повреждать. Но если мы говорим о каком-то большом продакшене, мы SAPR можем только именно использовать как опорную точку, вот SAPR модель. Поэтому и дальше мы работаем уже именно с DC-моделью, которая нам необходима именно для визуализации и анимации. Также мы уже работаем именно с строением сцены, мы можем свои библиотечные деревья заталкивать, людей, машинки, разные утварь, различные элементы. То есть все это мы можем оснастить, сгенерировать уже непосредственно внутри самого 3D-приложения, такого как Max, Maya, Blender, Houdini и так далее. Также оптимизируем геометрию, назначаем материалы, либо они из библиотеки, либо корректируем то, что пришло к нам, устанавливаем освещение и добавляем эффекты. Соответственно, мы можем водичкой все это там залить, там, где нам водичка нужна, например, из краника вода течет и так далее. То есть все это можно делать спокойно, непосредственно в 3D-приложении, таком как Max, Blender и Maya, и, соответственно, получить достаточно хороший приемлемый результат уже визуальный, подготовить картинку именно для продажи или ролик. Я проанализировал существующие форматы, которые нам доступны для экспорта геометрии и импорта геометрии непосредственно в DC-приложение. То есть, соответственно, что мы можем получить? Если мы экспортируем DVG, мы получаем Solid геометрию, двухмерные кривые и трехмерные кривые. Мы можем получить уже в 3D-редакторе, таком как 3ds Max или Blender, это сплайны и полигональную геометрию триангулированную. Если мы экспортируем в формате Step, мы, соответственно, сохраняем солиды, чисто именно Solid геометрию. Мы получаем в Max или в Blender Solid геометрию, полигональную геометрию. Но полигональная геометрия будет триангулироваться после конверсии. Допустим, мы этот Solid преобразуем уже непосредственно в editable поле. Он будет триангулирован. Поэтому дальше нам приходится либо ее почищать уже, либо делать заново. OPS и MTL формат. Здесь у нас есть классические моменты, когда мы работаем именно вот с классическими форматами данных. OPS очень древний формат, поэтому он, наверное, с лохматых времен существует. Он еще со времен Alice Power Animator создан. Или Advanced Visualizator. Очень древний формат. Но он умеет хорошо в геометрию. Обычная классическая геометрия. Полигональная. То есть, соответственно, мы ему кормим solid материалы и текстуры, загоняем в 3D-редактор и получаем полигональную геометрию триангулированную, UV-координаты и представление материала. Очень удобно тоже с точки зрения передачи данных. Да, и FBX. Здесь вообще все очень хорошо. С точки зрения, что мы получаем. Мы можем загнать солиды, текстуры, материалы, их описание, конечно же, источники света и профили источников света. Мы можем сохранить полигональную геометрию. Мы получим полигональную геометрию триангулированную, UV-координаты, все необходимые нам. Потому что FBX и DAI, они умеют сохранять UV координаты, их легко будет редактировать, они там есть, то есть мы поэтому текстуру можем видеть корректно наложены. Затем есть текстуры, материалы и источники света с их профилями. И формат AFC. AFC, он в первую очередь, конечно, ориентирован на AEC направление, но мы можем работать с ним
именно для того, чтобы мы могли получить геометрию из Sapper в достаточно удобном и полноценном формате и работать с ней уже непосредственно в TC-приложении. То есть у нас есть также Solid, трехмерные кривые, материалы и текстуры. Также есть и на импорте мы получаем полигональную геометрию триангулированную, кривые, UV-координаты, материалы и текстуры. Как видите, полный набор есть задачек. Здесь я приведу небольшой пример как раз параметров экспорта в AFC непосредственно в Ren'Ge. В Ren'Ge, конечно же, сделали специально, максимально унифицированно прям подошли к разработке для экспорта модели непосредственно в AFC, то есть со всеми его основными концепциями, очень хорошо интегрирован формат со многими свойствами, которые в нем представлены, и основными параметрами, взаимосвязями. Это все, что мы делаем в Ren'Ge, будет сохранено в AFC и может быть импортировано как непосредственно в Blender со всеми связями, также за счет Blender BIM, и прям импортирует как проект со всеми даже объемами, которые мы можем посчитать. И в то же время мы можем передать эти данные в другой SAP, такой как Autodesk Revit или Archicad. В этом плане очень большой респект разработчикам Ren'Ge, потому что они прям реализовали вот полноценно функционал AFC и его возможности в рамках своего интерфейса. Но мне очень это понравилось. Поэтому, если вы хотите именно работать с Ren'Ge и передавать данные непосредственно в Blender и использовать Blender для визуализации, то, соответственно, пожалуйста, берете, портируете в AFC, устанавливаете в Blender аддон Blender BIM и с ним уже работаете непосредственно как с импортом, экспортом AFC данных и в AFC формате. Очень удобно и мне очень понравилось. Следующий раздел — это передача данных в пайплайне. Здесь нам стоит с вами поговорить о том, как можно обрабатывать данные между различными приложениями, да, то есть подготавливать их. Соответственно, у нас есть данные в CAD-модели, мы их получаем в DC-модели. Мы получаем, конечно же, далеко не самую лучшую геометрию, которую мы можем желать, но при этом мы можем над этой геометрией манипулировать и выполнять разные функции. Например, выполнять ретопологию, ремоделинг, то есть ремоделинг — это полное перемоделирование геометрии, spline corrections, то есть работа с кривыми, NURBS по безе поверхности, также устанавливать детализацию, уровень качества и так далее. Обновлять материалы, создавать новые материалы и загонять конфигурации источников света новые, создавать. И назначать, допустим, из библиотек, которые у нас есть доступны в сети и библиотек соответствующих производителей. Ну и, соответственно, что мы получаем, когда мы эти манипуляции будем с геометрией производить? Мы, во-первых, получаем очищенную геометрию, полигональную геометрию, кривые с аккуратным рендером поверхности, безе кривые, безе поверхности, материалы с корректным проецированием для финального рендера и сценлайтинг для корректного представления уже непосредственно визуализации. Мы, соответственно, можем поставить солнечное освещение, вечернее освещение, установить все необходимые светильники, настроить их достаточно близко к реальному, если необходимо, или стилизовать. Можно, соответственно, применить какие-то свойства определенных поверхностей, и можно cartoon shading сделать, то есть, когда нам необходимо представить именно в виде эскиза, таком на май, как мультик, да, сделан. То есть это все делается уже после, конечно же, очистки геометрии. И последнее, о чем мы сейчас поговорим, это примеры топологии геометрии. Вообще есть концепция, когда мы получаем из Sapper, здесь, например, модель фотокамеры из стандартных примеров T-FlexCAD была экспортирована для того, чтобы импортировать их в формат, непосредственно в рабочее пространство 3ds Max. 3ds Max, да и в Blender, и в Maya есть функции по ретопологии. Ретопология позволяет приводить вот эту вот ужасную геометрию в достаточно приятный вид, чтобы можно было с ней потом впоследствии работать с чем-то удобоваримым. В 3ds Max, начиная с, наверное, 2020 версии, если даже не раньше, есть инструментарий, называется Retopology, Retopology Modifier,
и в нем представлено несколько вариантов алгоритмов ретопологии, которые позволяют геометрию из триангулированной или просто некорректно переданной преобразовать ее в достаточно удобно варимый для дальнейшей работы и, в принципе, для визуализации формат данных и геометрии. Вот как раз здесь два примера. Первый пример слева это Reformed Retopology алгоритм применен, а справа применен Instant Mesh Retopology алгоритм. Как видите, различия есть небольшие, но они имеются, и алгоритмы работают немножко по-своему. Это очень удобно, особенно работать, если у нас есть облака точек. Это как раз позволяет очень серьезно упростить данную работу со сложной геометрией. И, например, нам необходимо какой-то объект, который мы получаем, допустим, после сканирования, и из него получить вменяемую геометрию, чтобы потом впоследствии с ней продолжить работать. Вот как раз вот алгоритм ретопологии, он позволяет это делать. Следующий пример – это модель, созданная непосредственно уже в блендере. Здесь же также у нас есть несколько методов построения ретопологии и ремешинга непосредственно в самом блендере. Мы также получаем модель из кадр, как здесь вот показано. Это также импорт был из формата DXF. И мы также получаем некорректную геометрию. То есть она, конечно, в понимании общей-то она корректная, там она плавная, все, она сохранена как надо, но для дальнейшей работы она нам выдаст очень много проблем, особенно если мы будем говорить про анимацию. Поэтому ее необходимо также подвергать ретопологии. В Blender сделано несколько вариантов создания ретопологии, проведения данной операции. Во-первых, можно целиком сразу весь объект voxel, так и quad ремешинг. Здесь указано как раз есть размеры, все подобное, но очень даже аккуратненько и красиво выглядит, плотненько. И есть как раз здесь приведен пример этой самой ретопологии, как она выглядит. Алгоритм, который доступен в 3ds Max и Maya, он работает именно также через треугольники есть, но он их может по-разному повернуть и получить своеобразный вот такой результат. Но мы все равно получаем именно четырехугольники всегда. И потом на основе этой модели можно построить свою другую модель уже со всеми особенностями и свойствами. Здесь также приведен пример как раз геометрии, уже в виде применения к ней модификатора Remesh. В Blender есть как непосредственно в свойствах объекта, так и непосредственно в отдельном модификаторе. Это удобно, если нам необходимо сохранить целостность всей модели, которая лежит в основе, и получить просто на ее аккуратную геометрию, но при этом мы можем этот модификатор выключить или поиграть с разными параметрами и свойствами, и при этом не разрушить ее целиком. То есть первый вариант полностью перестраивать всю геометрию, второй вариант обрабатывать ее поверх. То есть мы его можем выключить, включить и изменить параметры, и в то же время получить необходимый нам результат. Здесь как раз приведен пример такой геометрии. И приведу вам два примера. Первый это smooth метод, который более базовый, более простой, и второй это voxel метод ремешинга. Соответственно, выбирается тот, который дает наиболее близкий к оригиналу результат. Хорошо, сейчас мы перейдем непосредственно к демо самой практической части, когда мы импортируем модели непосредственно в сам Blender, да, то есть посмотрим, как данные представляются в разных форматах, на примере той самой реальной комнатки, которая была смоделирована. В следующем видео мы с вами поговорим о работе с Cryptomate Pass в Blender Cycles. Это дополнительное видео, которое было сделано по запросу слушателей моего курса по визуализации в Blender в портале Высоцкий консалтинг, и при этом они попросили подробнее рассказать про Cryptomate и как с ним работать. В данном видео мы как раз поговорим о том, как подготовить данные непосредственно в сцене для работы с Cryptomate, и рассмотрим два примера. Первый пример это задание композиции с заменой каких-то элементов непосредственно в самом Blender, и поговорим о применении Cryptomate Pass непосредственно в Nuke. Также рекомендую вам посетить страницу моего курса. Он совершенно бесплатный на портале Высоцкий консалтинг, посвященный визуализации в Blender и основным функциям пакета Blender и системы визуализации Cycles. В данном курсе рассмотрим практически все основные инструменты Blender для работы с визуализацией, и над визуализацией мы также
рассмотрели передачу данных из Rengi в Blender и подготовки модели непосредственно для визуализации и создали небольшой такой простой рендер, композитинг для создания финального результата. Я показал базовые все возможности Blender, которые есть для визуализации и которые могут быть архитекторами и дизайнерами для того, чтобы получить быстренько картинку. Здесь как раз вы видите пример данного проекта, который был в ходе курса подготовлен. Также вы можете поддержать этот большой сериал из нескольких сезонов в виде доната на моем бусте. Есть несколько планов, которые содержатся определенные возможности. В ряде случаев и какой-то контент будет выпускаться исключительно под планы, где доступны все остальные возможности, и в постах вы можете помочь в апгрейде оборудования, поддержать автора, и я с удовольствием в последующих видео буду всех упоминать и указывать. Ссылка на мой буст в описании, и также здесь можете кликнуть в видео. Хорошо, переходим к практической нашей части. В данном разделе я покажу примеры экспорта моделей из SAPR в форматы, которые можно импортировать в DC-приложения, такие как Blender. В частности, мы начнем с вами с Rengi. Rengi является достаточно уже набирающим хорошие обороты пакетом для проектирования в области архитектуры, и у нее здесь есть несколько важных нюансов. Во-первых, она очень хорошо поддерживает экспорт несколько родных для SAPR форматов. Документацию спокойно экспортируется в DWG, в DXF форматы. Также можно экспортировать подготовленные чертежи в формате PDF, и можно экспортировать в OXPS экспорт. Формат — это формат файлов, который поддерживается Microsoft Windows и системой печати и просмотров XPS. И также есть два важных момента, которые нам очень полезны для экспорта модели для последующей работы в DC-приложениях. Во-первых, есть 3D экспорт, есть AFC экспорт. Первый 3D экспорт позволяет сохранить модель в один из форматов трехмерной геометрии. Для визуализации нам доступны как Waveform Obj, DIA, Step, ACES. Это для работы с ядром ACES, который используется в AutoCAD и в других SAPR популярных. Parasolid. Для визуализации наиболее оптимальным является Obj, DIA и STL или Step. То есть это основные форматы, которые нам поддерживают. Кстати, в 3ds Max можно спокойно экспортировать и в ACES. Потому что в 3ds Max и в Maya встроены инструменты для импорта различных форматов SAPR. Это очень удобно, и в этом плане Autodesk и его решения достаточно далеко ушли, в отличие от других пакетов, которые доступны на рынке. Но в нашем случае нам для работы с Blender необходимы Obj, DIA, STL или Step. Обычно я экспортирую Obj или DIA. Еще один момент — это возможность экспорта формата AFC. С его помощью можно экспортировать данные не только самой геометрии, но и некоторые данные, которые можно использовать для определения тех же материалов, тех же поверхностей, размерных линий и многого другого. Для глобальных настроек можно воспользоваться меню Settings, Export, и, соответственно, выбрать в необходимых разделах тип данных, которые мы хотим экспортировать. Все зависит от того, насколько вам необходима глубина проработки экспорта модели и какие типы данных вам необходимы. В принципе, согласно документации KFC и основным требованиям, которые предъявляются при импорте модели в формате AFC в других SAPR или же при работе с расширениями Blender Beam, мы можем настроить данные параметры экспорта и экспортировать только те типы данных, которые нам необходимы. Если же говорить про экспорт данных из машиностроительного SAPR, я взял за основу T-FlexCAD. Вы можете спокойно также использовать и учебную версию для экспериментов и знакомства. Также можно и коммерческую версию использовать. Для нашей демонстрации нам вполне достаточно учебной версии, потому что она, в принципе, поддерживает все основные функции, которые нам необходимы. Я взял ту самую модель из презентации, которую мы использовали. Она поддерживает также формат DXF, который мы можем использовать для экспорта.
Также выбрана фотокамера модул. Также можно использовать родные форматы, такие как DWG, DXB. Все необходимые форматы данных, которые нам необходимы, мы можем экспортировать. Хочется отметить важный момент. Есть двухмерные документы, которые будут отправлять чертежи и документацию, подготовленную на основе трехмерной модели. А есть уже непосредственно сами трехмерные модели, которые мы можем вот эти сборки, ту же самую сборку целиком, мы можем взять и экспортировать непосредственно в трехмерном формате. То есть мы также можем использовать формат OBJ, мы можем использовать формат PLI. PLI это более классический формат, тоже полигональный, который используется для работы с трехмерными скан данными. И он также может быть спокойно использован для передачи данных в другой 3D, который его поддерживает. PLI поддерживает практически все 3D-редакторы. AutoCAD DXF также трехмерный поддерживается, причем в режиме Faceted. STL, OBJ, Vermal, PLI, 3D, PDF, PowerRay, OpenInventor, Nastran, IFC также поддерживается, GLTF, GLTF Binary. Также можно экспортировать спокойно в растровое изображение, если хочется экспортировать их. В нашем продакшене обычно хватает для работы форматов как DXF, так и OBJ, так и STL при работе с Blender. Если же мы работаем даже специфическим инструментом, как PowerRay, мы можем PowerRay файл сохранить и из T-Flex. У T-Flex на самом деле достаточно полноценная есть интеграция с PowerRay рендерером. Он не самый быстрый, но в то же время позволяет что-то подготовить и посчитать. Давайте импортируем модель непосредственно в Blender. Если мы планируем работать с трехмерными данными и моделями непосредственно из таких SAPR, как из SAPR, поддерживающих формат IFC, мы можем использовать как раз расширение для Blender, называется Blender Beam. На сайте blenderbeam.org вы можете загрузить данный аддон и сопутствующее для него расширение, чтобы можно было работать с форматом IFC непосредственно в Blender. Вы можете подготовить данные в Rengo или в любом другом редакторе, который поддерживает IFC, и экспортировать именно в формат IFC со всеми сопутствующими данными, например, различными ссылками, текстурами, материалами, источниками света. Все то же самое, что необходимо для работы было создано в SAPR модели, вы можете экспортировать и импортировать потом в Blender. Геометрия также будет получена в том объеме, который был изначально запланирован, и без минимальных изменений. Скачивается файл Blender Beam под одну из операционных систем, которые вы используете, например, поддерживается Linux, macOS под современные MacBook и компьютеры Mac с Apple Silicon процессорами, под macOS для Mac на базе Intel и под современную операционную систему Windows. Также необходимо учитывать, что нужен Blender версии 3.1 и выше. Загружается необходимый дистрибутив и с помощью аддонов устанавливается с помощью install необходимый аддон. Мы можем посмотреть, как он выглядит в настройках. Он достаточно многофункционален и настраивается достаточно много параметров в нем присутствует, которые позволяют более тонко настроить Blender под работу с IFC форматом и с проектами в формате IFC, которые экспортируются из SAPR, такие как Rengo и других. Давайте начнем с того, как работает модель при импорте непосредственно данных из классических 3D форматов. Удалим кубик за ненадобностью. Итак, что мы можем импортировать? Collada, OBJ, PLI. PLI в Blender пока экспериментальный, но в принципе тоже можно. И STL. Первое, что необходимо определить, это то, какие единицы измерения мы используем. По умолчанию используются метры. Мы же можем их изменить в миллиметры, потому что в Rengo по умолчанию используются миллиметры. Все остальное можно оставить по дефолту. Так. Импорт. Все, мы получили трехмерную модель нашей комнатушки и со всем ее содержимым, которое у нас есть.
У нас здесь есть стульчик, есть картинка, есть кроватка, есть батарея, есть шкаф и стол. Соответственно, мы получили все основные геометрические данные, которые были созданы непосредственно в Rengo. Помимо этого, стоит обратить важный момент, ваше внимание на то, что мы получаем триангулированную геометрию. Это нормально. Для таких моделей, которые созданы из солидов, это нормально, потому что движок экспорта, он солид пытается максимально сблизить с тем оригиналом, который был, с всеми кривыми, плоскостями и так далее, и создает необходимое количество треугольников. Модель можно оставить такой, какая она есть, если вы ее не планируете изменять. Ее можно просто применить сразу к ней текстурные координаты и все. Если же нам необходимо импортировать модель для последующей корректировки и перемоделирования и дополнения каких-то элементов, и тем более для анимации, лучше воспользоваться отдельными этапами в моделинге и смоделировать здание, либо какие-то ключевые элементы заново. Все, что нам не нужно, мы можем убирать из образа. Это важно понимать. Итак, теперь нам необходимо импортировать следующее. Возьмем модель в формате Obj. Так, возвращаемся в layout. Также удаляем, ставим миллиметры, файл, импорт и импортируем в формате Obj. Так, Obj. Так. Вот, forward access это Y, то есть меняем forward access на местами Z. Ну, вот мы и получили нашу модель. Она расположена в том же самом месте, что и модель в формате DAE. Здесь стоит обратить важный момент на то, что мы получаем цельную геометрию, которая содержит в себе все полигональные объекты как единое целое, но при этом у нее создано много-много разных материалов, что на самом деле далеко не всегда удобно работать. И также ядро экспорта в формат Obj будет Solid из Rengo триангулировать и отправлять непосредственно в Blender в виде триангулированной полигональной геометрии. Процесс точно такой же идет. Процесс ретопологии, перемоделирование необходимых элементов и подготовка данных уже непосредственно под визуализацию. Давайте импортируем еще раз модель, но в формате Obj, только с определенными конфигурациями, которые я специально отдельно подготовил. Итак, вернемся в миллиметры. Так, возьмем Waveform Obj, затем в Rengo. Итак, меняем ось на Y и также разбиваем на дополнительные подгруппы. То есть у нас есть разделение по объектам, затем разделение по группам и Vertex Groups. Итак, здесь мы уже получили полноценно отдельную модель. Каждый объект это уникальный объект. С этими объектами мы можем уже работать более осознанно. Так мы можем с ними манипулировать и производить уже определенные манипуляции, чтобы с ними можно было производить определенные действия в плане моделирования. И это достаточно упрощает работу. Если мы подготовим заранее настройки, выберем, которые нам необходимы по разбиению геометрии, импортируем, мы можем также выделить вот эти объекты все, которые нам не нужны, и с ними что-то сделать. Независимо перемещать. Прямо здесь вот так, да, то есть мы их можем перемещать. Здесь сейчас центр координат каждого из объектов отцентрован по нулю. Это тоже важно учитывать, потому что иногда бывает, что модель комплексная, сложная, и саппор, она может передаться и расположена быть в очень больших расстояниях от центра. То есть, в зависимости от того, как она, конечно, была создана, потому что в SAP все же точность выше, и там используются более точные координаты и много других нюансов, которые важны при проектировании. Визуализации мы с такими вещами не работаем. Нам же необходимо просто взять и импортировать модель непосредственно в
наш 3D-редактор, с которым мы работаем, в формате том, который нам позволяет работать. И если у нас координаты находятся, допустим, на пару тысяч километров от точки 0, мы можем ее потерять, она где-то находиться будет. Соответственно, конечно же, это нужно учитывать. Если у нас блендер настроен в миллиметрах, также, соответственно, мы получаем те данные, которые нам необходимы корректно при импорте. И следующий пример – это модель, импортируемая с помощью Blender Beam, уже непосредственно из-за формата IFC. Давайте я удалю все эти объекты ненужные. Итак, что нам необходимо сделать? Во-первых, должен быть установлен аддон Blender Beam для Blender 3.1 и выше. Для того, чтобы импортировать данные в формате IFC, необходимо использовать меню файл Open IFC Project. И переходим в нашу папочку и открываем Room 3D Model. Все данные, необходимые нам в работе, они записаны в IFC и уже импортируются корректно в виде проекта. Вот, Project. Все. И вот мы получили нашу модель со всеми элементами, со всеми взаимосвязями, как они были заложены непосредственно в модели в Rengo. Это, кстати, очень большой плюс, потому что с такой геометрией и вообще данными, в принципе, работать уже удобней. То есть, если у нас есть стена, с которой мы работаем в Rengo, то есть, мы в Rengo работаем как со стеной, то есть, вот это у нас стена, и мы даже можем с вами спокойно посмотреть на эту модель. Мы эту информацию уже получаем именно здесь. Давайте мы изолируем. Вот. И то же самое мы получаем в блендере. Та же самая стена. Также с материалом и всеми необходимыми элементами. Если есть текстуры, они будут представлены как текстуры. Но здесь модель не передает текстурные карты, поэтому здесь просто базовые модели затенения применяется к этому материалу. Такой вот. Называется брик. Еще стоит отметить, что лучше использовать, конечно же, возможности для работы с неймингом объектов и материалов, потому что здесь же мы видим, что из Rengo передалась следующая информация. IFC Wall Wall – это тип объекта в формате IFC с соответствующими типами данных. Дальше идет нейминг модели, они все различаются. 4172, 41126, эти объекты это разные объекты. Здесь же у нас есть тип объекта и, соответственно, стена такой-то ширины и, соответственно, ее элемент. Это не всегда хорошо бывает с точки зрения составления данных для визуализации, потому что у нас есть стена, она и есть стена. Поэтому, если необходимо оптимизировать модель, и ее готовить под визуализацию, полноценно уделяйте внимание именно корректному неймингу как в Rengo, так и непосредственно в самом Blender. Вы можете просто отсортировать, преобразовать модель в том формате, который необходим, в том виде, в котором вам необходим для работы, чтобы было удобно работать с объектами, с материалами, с всеми элементами. Это все делается спокойно и без каких-либо сложности. Глобально проект представлен следующими параметрами. Вот параметр Blender, Units, и у нас здесь уже выставлены миллиметры, потому что в Rengo идет работа именно с миллиметрами. Если даже ради интереса измерить то, что было сделано, сейчас я посмотрю. Вот Measure Tools, Show. Так, возьмем две вершины. Вершина 1 и вершина 2. И зададим сегмент. Вот. Здесь мы получаем 3,36 метра. То есть, соответственно, мы можем выбрать также и настроить параметры отображения. Мы можем взять миллиметры. Мы получаем здесь те самые 3361 миллиметр. Здесь все правильно и корректно. Здесь мы также можем взять и провести измерения. Сюда, да, точка 1, точка 2. И мы получаем ту же самую длину, которую мы получили в блендере. Корректность передачи данных, допустим, через тот же непосредственно IFC, она выше, нежели чем другие форматы, когда нам необходимо корректно экспортировать модель
для последующей визуализации, ну и достаточно приблизить ее хорошо к физически корректному и достоверному рендеру и освещению, да и при том же поиграться потом впоследствии с художественностью и каким-то более серьезными эффектами, которые требуют какой-то определенной точности вычислений, и мы можем как раз использовать формат AFC при экспорте из Renga для того, чтобы можно было спокойно работать с этими данными. Поэтому я рекомендую при работе с Renga, и если вы хотите использовать Blender как основной инструмент для визуализации, используйте именно формат AFC и аддон Blender Beam, который доступен совершенно бесплатно и может быть использован на любой из платформ. Я, например, работаю в основном с Linux, и из Windows я просто вытаскиваю AFC данные, а в основной своей рабочей станции уже работаю на Linux с Blender Beam и импортирую данные в AFC. Точно так же, как я показываю здесь. Итак, следующее, что нам необходимо сделать, это разобраться с тем, как можно импортировать модель в формате DXF. Это важно для работы с моделями, которые мы используем при работе с машиностроительными SAP и где необходимо передать плавность форм. Давайте вернемся также в миллиметры. Файл, импорт. Идем в DXF. Вот он, AutoCAD DXF. Здесь мы можем взять, перейти в 3ds Max, так, экспорт и введем фотокамеру. Импорт. Немножечко подождем. Модель из DXF. Во-первых, мы получаем курвы. Причем очень много курвов. Вся модель экспортируется в виде кривых. Но помимо этого мы и получаем полигональную геометрию. Здесь, конечно, стоит отметить важный момент, то что мы не настраивали масштабирование, но в принципе оно должно быть корректным, если мне память не изменяет. Но это можно перепроверить даже, измерив рулеткой. Если что, коррекция всегда может быть выполнена потом впоследствии на этапе с помощью обычного масштабирования, которое мы можем использовать. Ну, допустим, да, вот так вот. Вот. Все объекты могут быть спокойно отмасштабированы в равномерном порядке. Здесь же мы получаем с вами, все объекты могут быть равномерно отмасштабированы. Здесь же мы с вами получаем следующее. Стоит обратить ваше внимание на то, что это триангулированная полностью геометрия. Для этого стоит внимание на то, что она пригодна как для ручного редактирования, так и может быть впоследствии применено к ней алгоритм ретопологии. То есть впоследствии к ней может быть применен алгоритм ретопологии. Это делается очень просто. Переходим в панель Modifiers и добавляем Remesh Modifier. Немножечко нужно подождать, потому что Remesh сразу же начинает вычислять геометрию, и мы получаем здесь вот такую плотную сеточку. На основе такой геометрии можно сразу же стараться выполнить какую-то более вменяемую ретопологию самой геометрии. Или, например, допустим, можно взять, увеличить тесселяцию. Мы, кстати, увидим, что сетка становится больше и грубее. Помимо стандартного метода ремешинга и ретопологии на основе метода Voxel, модификатор Remesh также поддерживает и другие методы ретопологии. Помимо этого, он поддерживает режим Sharp, который также контролируется за счет увеличения числа глубины, величины глубины. Но стоит обратить ваше внимание на то, что чем больше глубина, тем дольше выполняются вычисления. Также можно уменьшить и увеличить масштаб. И помимо этого еще поддерживается метод Smooth и Blocks. Blocks выстраивает объемными блоками общую форму геометрии. Можно, например, увеличить также до 8. Мы также получаем такие блоки. На основе этих блоков можно выстроить уже геометрию и выполнить ее ретопологию
с помощью привязывания определенных вершин уже в новой модели к вершинам, которые у нас находятся здесь в этой модели, в модели с ретопологией. Это достаточно удобно, и вы создаете форму заново на основе подготовленной аккуратной сетки для последующей ретопологии, уже ручной. И последний метод, который у нас есть, это Smooth. Smooth также выстраивает единую геометрию. Можно также увеличить до 6, затем до 8. Здесь уже более полная геометрия, цельная, с семиместными отверстиями, до 10. Уже после 10 мы получаем достаточно приемлемую для обработки геометрию. Можно даже вот так вот взять, ее проанализировать, как она выглядит. Стоит обратить внимание на то, что геометрия может быть некорректна при ретопологии в местах отверстий. Отверстия можно отдельно перемоделировать и подготовить заново. Здесь же стоит обратить внимание, что алгоритм ретопологии старается еще и учесть вот эти вот все изгибы. Мы можем впоследствии эту геометрию просто аккуратно перемоделировать. Я запишу отдельную серию уроков по ретопологии и моделированию заново геометрии целого большого здания, и мы с вами рассмотрим этот процесс более детально для того, чтобы научиться работать с подготовкой модели непосредственно к визуализации и ее адаптации под 3D-редактор. Как видите, все достаточно просто, и можно, получая данные из разных САПР, получить трехмерную геометрию, пригодную для как сразу какой-то визуализации, и можно просто сразу набросать материалы, а также геометрию, пригодную для подготовки более оптимизированной геометрии и модели для последующего применения в интерактивных приложениях. Тоже модель передать, если в игровой движок, например, в Unreal Engine, в Unity, в Unigine, мы можем столкнуться с тем, что мы также будем получать некорректную геометрию и с точки зрения нормалей. Здесь же мы видим, что это переходная, промежуточная модель. Она используется как основа. И поэтому, если мы говорим о какой-то коммерческой визуализации, о каких-то специфических задачах, например, даже интерактивных приложениях, то нам необходимо эту модель в любом случае готовить. Подготовить корректно, правильно, пригодной для анимации и для визуализации. На этом я заканчиваю данный мастер-класс. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, буду рад подписке. Также вы можете поддержать меня на Бусти, задавать мне вопросы, можно в комментариях, можно в личных сообщениях, также через Telegram или через ВКонтакте. С удовольствием помогу вам ответами и помогу разобраться с инструментами Blender и импорта-экспорта данных непосредственно для последующей визуализации. На этом все. Большое спасибо за ваше внимание. Ваш Димс 3D. В следующем видео мы с вами поговорим о работе с CryptoMate Pass в Blender Cycles. Это дополнительное видео, которое было сделано по запросу слушателей моего курса по визуализации в Blender в портале Высоцкий консалтинг, и при этом они попросили подробнее рассказать про CryptoMate и как с ним работать. В данном видео мы как раз поговорим о том, как подготовить данные непосредственно в сцене для работы с CryptoMate, и рассмотрим два примера. Первый пример — это задание композиции с заменой каких-то элементов непосредственно в самом Blender, и поговорим о применении CryptoMate Pass непосредственно в Nuke. Также рекомендую вам посетить страницу моего курса. Он совершенно бесплатный на портале Высоцкий консалтинг, посвященный визуализации в Blender и основным функциям пакета Blender и системы визуализации Cycles. В данном курсе рассмотрим практически все основные инструменты Blender для работы с визуализацией, и над визуализацией мы также рассмотрели передачу данных из Ren'Gi в Blender и подготовки модели непосредственно для визуализации, и создали небольшой такой простой рендер, композитинг для создания финального результата. Я показал базовые все возможности Blender, которые есть для визуализации и которые могут быть архитекторами и дизайнерами для того, чтобы получить быстренько картинку.
Здесь как раз вы видите пример данного проекта, который был в ходе курса подготовлен. Также вы можете поддержать этот большой сериал из нескольких сезонов в виде доната на моем бусте. Есть несколько планов, которые содержатся определенные возможности. В ряде случаев и какой-то контент будет выпускаться исключительно под планы, где доступны все основные возможности, и в постах вы можете помочь в апгрейде оборудования, поддержать автора, и я с удовольствием в последующих видео буду всех упоминать и указывать. Ссылка на мой буст в описании, и также здесь можете кликнуть в видео.